Время, мистер зритель. Неужели пришло то самое время? Сплатун. Прекрасная и добрая игра, в которой инклинги стреляют друг в друга своими телесными чернильными выделениями, используя при этом различные виды вооружения. Так, стоп, какие там выделения? Иногда, читая новости про игру, я натыкаюсь на суждения людей по поводу и без. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычна. Кто-то говорит, что инклинги — это пришельцы или вообще неизвестный глубоководный вид существ, уничтоживший человечество. Что инклинги размножаются через левую руку, точно так же, как и их предки. Или вот тоже интересный факт. Они отрывают себе член и отдают его самке, и она сама себя им оплодотворяет. Чем обманывать вас иллюзией выбора, я сам возьму на себя эту привилегию. Исходя из общего положения дел, мне стало интересно. Я обратился к Гуглу, но на русском языке не так уж и много информации. По этой причине мне проще самому придумать, вместо того, чтобы переводить других. Изучив строение тел кальмаров, их методы жизни, той или иной, я пришел к выводу, что люди и инклинги — это одни и те же существа, только немного измененные. Как именно устроены инклинги и как они появились, я объяснил в видео. Я прошу прощения, что может показаться вам деспотичным навязыванием своей воли. Я уверен, что вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Познавательного вам просмотра. Прежде чем говорить о размножении, давайте запомним, что и кальмары, и осьминоги, и другие моллюски размножаются одинаково. Есть только небольшие отличия. Половые отличия у кальмаров ярче всего выражаются в видоизменении одной или нескольких рук у самцов. Обычно гектатилизация начинается значительно раньше, чем самцы становятся половозрелы. В большинстве случаев гектатилизируется одна из брюшных рук, чаще левая. Изменяется всегда дистальный участок руки. Биологический смысл гектатиля заключается в том, что с его помощью осуществляется перенос сперматофоров из мантийной полости самца в мантийную полость или семяприемник на ротовой мембране самки. Однако, каким образом осуществляется роль гектакотиля в акте совокупления – загадка. Спаривание у кальмаров происходит в основном двумя способами. Первый способ – партнер сближается и занимает положение голова к голове. Их руки переплетаются,
Своей гекторукой самец достает сперматофоры из своей мантийной полости и переносит в семяприемник на ротовой мембране самки. Второй способ. Самец близится под брюхо самки или приближается сбоку так, что его голова оказывается на уровне ее мантии. Самец обхватывает конечностями мантию самки, крепко удерживает ее, а потом своей гекторукой переносит сперматофоры в мантийную полость самки. Судя по тому, что сперматофоры иногда прикрепляются к затылку самки, прирастают к тканям наружной поверхности мантии, помещаются в заднюю часть мантийной полости, мешочек со спермой крепко прикрепляется к телу самки клеем, где находится до самого нереста в жизнеспособном состоянии до 3 месяцев, а нерест, иными словами, время, когда нужно рожать, при этом бывает у женской особи кальмаров только 1 раз за всю жизнь. Но непосредственно они никем не наблюдались. Пока что. Одни виды кальмаров совокупляются способом голова к голове, заполняя спермой семяприемники на ротовой мембране самки. Другие переносят сперматофоры только в мантию. Однако кальмары некоторых видов делают и первый вариант, и второй. По-видимому, комбинирование разных способов спаривания обеспечивает более надежный оплодотворительный исход. Оплодотворение яиц у кальмаров происходит в мантийной полости. Когда яйца выходят из полового отверстия, в это время сперма выходит из другого и оплодотворяет яйца. Сформированные сперматофоры скапливаются в специальном сперматофорном мешке – Нитхемов орган. Наполненные спермой, они белого цвета. Если вы не знали. Процесс формирования сперматофоров у зрелых самцов идет непрерывно, так что Нитхемов орган всегда содержит некоторые их запасы. Процесс формирования сперматофоров у зрелых самцов идет непрерывно, так что Нитхемов орган всегда содержит некоторый их запас. Внешне сперматофор кальмара похож на трубочку, запаянную с одного конца, или точнее на пробирку, заткнутую пробкой. Сперматофор состоит из резервуара со спермой и довольно сложно устроенным выбрасывающим эякулярным аппаратом. Основной частью этого аппарата является свернутая спиралью упругая нить – пружина, которая тянется от головки сперматофора до резервуара со спермой, где прикрепляется к особому цементирующему телу. Пружина удерживает сперму до того момента, пока сперматофор не взорвется. Когда сперматофор окажется на ротовой мембране или в мантийной полости самки, клейкий секрет цементирующего тела прикрепляет выбрасываемый из оболочки взорвавшегося сперматофора пузырь со спермой к поверхности тела самки. Длина сперматофоров у головного моллюска очень различна. Самые длинные сперматофоры у осьминогов. У некоторых осьминогов длина сперматофора равна длине мантии и даже превышает ее. Абсолютные размеры сперматофора у кальмаров варьируются от 2 мм до 10 или даже 20 у гигантских кальмаров. Относительные размеры сперматофоров у кальмаров невелики по сравнению с осьминогами. Они не превышают 20-25% длины мантии. По-видимому, существует определенная зависимость между размерами сперматофоров и их количеством. Число сперматофоров в Нитхевом органе увеличиваются с возрастом. Получается, чем старше самец, тем чаще он спаривается. Спаривание у кальмаров быстротечно. Процесс длится 3 или 10 секунд. Самец обхватывает самку боковыми руками, прижимается снизу брюхом к ее брюху, затем они сплетаются руками, ну и самец своей гекторукой перекладывает в самку сперму. Все.
10 секунд. Осьминоги же стараются держаться подальше от самки. У осьминогов спаривание продолжается до того момента, пока не надоест самке, и она силой не оторвет от себя перевозбужденного самца. Также велик шанс, что самка осьминога задушит самца во время секса, а после этого съест. Возможно, именно по этой причине некоторые осьминоги предпочитают однополых партнеров. Самцы осьминогов могут заняться сексом с другими самцами просто по глупости. Они с трудом отличают самца от самки. Оно неудивительно. Яйца головоногих моллюсков обычно овальные, равномерно вытянутые вдоль длинной оси, реже грушевидные или сферические. Большинство осьминогов имеют очень крупные яйца. Например, у осьминога диаметр яиц достигает 30 мм. У кальмара они обычно не превышают 2 или 3 мм. Несчастные кальмары, все у них маленькое и секс быстрый. Однако в этом есть свои плюсы, наверное. Естественно, что чем меньше яйца, тем больше их количество развивается в яичнике самки. Так что у кальмаров рождается больше детей, чем у осьминогов. Размер зрелых яиц с ростом самок практически не увеличиваются, вследствие чего крупные самки более плодовитые, чем маленькие. Процесс созревания яиц в яичниках не одинаков у разных видов. У многих кальмаров яйца созревают все сразу, а у других по отдельности. У большинства кальмаров к моменту нереста, иными словами роды, созревают все яйца, содержащиеся в яичнике. Так что нерест происходит единовременно. Несмотря на единовременный нерест, у самок может быть 3-4 группы яиц, различающиеся цветом и размерами. Мелкие незрелые яйца, как правило, непрозрачные. По мере созревания они накапливают желток, увеличиваются в размере, становятся прозрачными и приобретают желтый, желто-оранжевый или оранжевый цвет. Кальмары могут рожать от нескольких десятков до нескольких сотен яиц. Кладка кальмаров бывает двух типов. Каждое яйцо в кладке одето плотной эластичной оболочкой, поэтому яйца рождаются уже защищенными. Кладка состоит из нескольких продолговатых в форме колбаски яиц, которые прикрепляются на неподвижные объекты на глубине 30 метров. Удельный вес кладки не отличается от удельного веса придонной воды, так что она медленно дрейфует у самого дна. Одна кладка идет примерно за 2 часа, и за время нереста самка делает несколько кладок. О поведении самцов и самок после откладывания яиц известно не очень много. Установлено, что самки держатся рядом с яйцами какое-то время, поливая их свежей водой. Однако большинство самок после откладки яиц погибает, поэтому яйца развиваются сами без присмотра родителей. В отличие от осьминогов. Самки осьминогов буквально высиживают яйца, неотлучно находятся возле них. Периодически поливают их свежей водой и отгоняют хищников. Как правило, самка осьминога в течение всего периода развития яиц не питается и после выклевывания личинок умирает. Данные о кладке яиц можно получить как прямым наблюдением за кальмарами, так и косвенно, посредством исследования степени зрелости половых желез, а также путем обнаружения личиночных стадий кальмаров в планктоне. Первый способ, конечно, наиболее надежен. К сожалению, непосредственные наблюдения кладок кальмаров в море весьма ограничены. А жаль.
что ж, мы знаем, как размножаются настоящие моллюски, но как же наши милые нявки? Давайте называть их в общем лингами. Линги гуманоиды, а значит их тела, наверное, немного похожи на человеческие. Однако не стоит забывать, что в игре линги могут превращаться в форму настоящих кальмаров. Ну, настоящих по мере реализма игры. Получается, что наличие только этого факта говорит о том, что люди и линги разные. А подробные причины их сходства я объясню в конце видео. Точно можно сказать, что у лингов есть мозг, сердце, желудок, кишки, селезенка, мочевой пузырь, легкие, кости, чернильный мешок, печень и почки. Так, по-моему, я ничего не забыл. Получается, органы у лингов такие же, как у людей? Нет. Они похожи, но совсем другие. Само их тело гибкое, скорее как резина, а внутри у них что-то наподобие лимфы. Кровеносные сосуды у них тоже имеются. А чернила у них, наверное, находятся под кожей, вроде жирового слоя. Получается, у лингов нету жирового слоя? Это значит, они могут жрать и не толстеть. Вот ведь мелкие счастливчики. Сейчас мы разберем все органы лингов. Лимфа, основная часть тела лингов, участвует в многих жизневажных процессах. Сосуды нужны, чтобы гонять по телу кровь, по всем местам. Мозг. Мозг у лингов значительно сложнее человеческого, потому что прежде чем линги стали теми, кто они есть, прошло много лет, а это значит, что эволюция точно была. Сердце. Сколько камер у сердца лингов, не ясно, однако, учитывая то, что они гуманоиды, можно предположить, что 4-камерное. Легкие. А вот здесь все не так уж и легко. Скорее всего, легкие лингов немного похожи на жабры. Но в игре мы знаем, что линги умирают, когда попадают в воду. Однако это просто игровое правило, которое запирает игрока на локации, тем самым запрещая ему уходить туда, куда нельзя. Однако, возможно, из-за особенностей тел лингов, о которых мы поговорим позже, скорее всего, вода их буквально размывает. Селезенка осуществляет иммунный контроль крови. Мочевой пузырь делает то, что и всегда. Желудок у лингов гораздо мощнее, чем у людей, и может растягиваться гораздо больше. Все благодаря их подводным предкам, которые обычно глотали добычу целиком. Кишки у лингов короче, чем у людей, поскольку их желудок в состоянии сам без помощи переварить всех, кого он съел. Печень – жизненно важная железа, внешние секреции позвоночных животных, в том числе и лингов, находящиеся в брюшной полости под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физических функций. Почки также являются обязательными атрибутами высших существ, без них вы, скорее всего, сдохнете. Зубы. Зубы у лингов отсутствуют, вместо них у лингов клюв. Да-да, клюв. Во рту. Крепкий клюв. Многие пишут, что линкс являются однополыми, хотя от авторов игры на эту тему ясных сведений не было. Однако, если в игре есть разделение на мальчика и девочку, это говорит о том, что все-таки пол у них есть. Половые органы самок. Яичник и сиськи, как работают, я думаю, объяснять не нужно. Все прекрасно знают. Половые органы самцов. А вот с письками сильного пола большой вопрос. Понимаете, у подводных кальмаров нет члена. Мы знаем, что у них есть рука. И своей рукой они бережно наливают в девочку свой майонез. Все мы это уже проходили. У лингов, к счастью, такой индивидуальности нет. Иначе получается, что они бегают в игре с голым пенисом, а это 18+. Пися у них на месте. Но она не такая, как у людей. Работает так же, но ее форма определенно другая. А также у лингов, скорее всего, нету яичка. Вместо них специальный мешочек.
Но как же рожают линги? А это очень интересно. Я думаю, что первое время после оплодотворения линггирлы носят в себе яйцо. Да, именно яйцо, а может быть и несколько. После определенного времени, думаю, спустя 3 месяца, они рожают яйцо. И уже после оно само дозревает. В домашних условиях или в больнице – это загадка. Рост ребенка. На концепт-арте можно понять, что в детстве линги еще не умеют принимать форму гуманоида, но скорее всего они научатся со временем. Возраст. В игре мы скорее всего уже играем за тинейджера. Раз мы можем ходить по магазинам и участвовать в соревнованиях и подрабатывать в воровстве яиц, это говорит о том, что наш Линк уже совершеннолетний. А поскольку игру делали в Японии, то совершеннолетие, скорее всего, выглядит примерно вот сексуальной ориентации. Поскольку линги не такие тупые, как люди, я уверен, что вопросы расы или сексуальных предпочтений вообще не рассматриваются в их обществе. Потому что обсирать кого-то, потому что он другого цвета или делает то, что вам не нравится, это умственная неполноценность. А линги умные, мы это уже уяснили. Некоторые головоногие могут менять цвет своего тела, тем самым маскируясь. Линги тоже могут менять цвет тела, возможно, тоже могут маскироваться или становиться невидимыми. Но пока мы знаем, что они могут менять лишь цвет своих тентаклей на башке. А теперь серьезная тема для разговора, из-за которой фанаты игры постоянно спорят с пеной у рта. Сказал бы, что с писей, но нет, все-таки с пеной. Итак, встречайте вещь, которая создает очень много вопросов. Кости. Можно было бы сказать, что они такие же, как у людей, забить гвоздь на это дело. Однако все не так просто. Кости не такие, как у людей. Все мы знаем, что линг – метаморфы. Они умеют принимать форму кальмаров и благодаря этому могут протискиваться в узкие места. Также они способны скрыться в луже краски, идентичной по составу, что и у них. Но как? Как они секунду назад бегали как человек, а теперь они жидкая масса соплей? Скорее всего, дело в эволюции органов. Настало время поговорить о лимфе лингов. У подводных кальмаров есть что-то похожее в мантии. Лимфа лингов стала гораздо сложнее, чем у людей. Настолько, что благодаря ей и еще наполнению пещерных тел костей кровью, линги могут быть твердыми и жидкими. Да-да, кости у лингов есть, вот только они в спокойном состоянии мягкие. Но при поступлении в них крови они твердеют, а тело лингов принимает гуманоидное состояние. А это значит, что стандартный вид лингов это кальмар. Но при желании они могут изменять форму и стать гуманоидами. И их жидкие кости становятся тверже. Вы скажете, что за бред? Такого не может быть. А я скажу, что может. Ведь именно по той же схеме работает мужской пенис. Да-да, вы не ослышались, эрекция. Эрекция приходит благодаря сосудистым и нейрогенным механизмам. В частности, эрекция может возникнуть благодаря рефлекторным механизмам или благодаря определенным психологическим реакциям. Иными словами, линги могут принимать человеческую форму, когда они пожелают. Захотел пройтись пешочком, сердце разгоняет кровь по телу, и оп, ты уже гуманоид. Устал, приуныл или уснул, вот ты уже жидкая каша. Но в игре линги меняются вместе с одеждой, как же быть? Скорее всего, одежда сделана из телесных материалов и может меняться вместе с хозяином. А может быть это просто, игра. Мышцы и сосуды тоже гораздо эластичнее, чем у людей, благодаря этому метаморфоз не рвет их. В этом нет ничего странного по сравнению с тем, что будет дальше. Все мы знаем, что в игре, если ты попадешь в воду, ты погибнешь. Но они же пьют жидкость, да? Почему она их не убивает? Возможно, это условие игры, а возможно, большое количество воды способно размыть кальмара изнутри. Как вода попадает и размывает тело лингов – загадка.
В отличие от людей, линги не брезгуют в еде. Они жрут все, что жуется, и особо не выпендриваются. Также они любят покушать и своих предков. Ну, тех, что плавают под водой. Может быть, они даже жрут других представителей разумной жизни. Все ведь мы воровали икру у саманидов, верно? А ведь это икра. Это их дети. А зачем мы воруем чужих детей? Это загадка. Половой акт. Линги разумны, а это значит, что у них есть чувства. Чувство стыда и спаривания у них тоже есть. Это одна из причин, по которой они носят одежду. Ведь не всем хочется мотать своими тентаклями в обществе, верно? Спаривание проходит так же, как у людей. Есть у них прелюдия или нет, все зависит от особи. Общество. Линги живут в обществе. Какая у них религия или нормы поведения в обществе, как они относятся к другим расам – загадка. Да не загадка это. В отличие от людей, они не такие тупые. И не будут выпендриваться на тех, у кого другой цвет кожи. Тем более у них у всех бошки разноцветные. Я думаю, очевидно, что на цвет им вообще наплевать. Ну и по поводу однополых связей мы с вами тоже уже говорили. Всем все равно, с кем ты там ебешься. Ну и религия. Кажется, я уже говорил, что они не тупые, верно? Разновидности. Помимо лингов мы встречаем и других разумных существ, передвигающихся на 2 или более ногах. Бывают вот такие, или вот такие, и даже, господи, что это? Виноград? На это у меня есть своя теория, о которой я расскажу в конце видео. Технологии. Не раз мы замечали вдали поезд, на работу ездим на корабле, а в 3-й части над нами будет самолет пролетать. Иными словами, технологии есть. Вспомнить только поезд, на котором мы ездили в Octa Expansion. Но не стоит забывать, что все эти технологии они взяли от людей. Взяли или забрали силой? Об этом мы скоро поговорим. Народности. В игре есть разные одежды, разные письмена, что говорит о том, что есть много народов со всей Земли. Раз у них есть корабли и телеки, значит и другие расы и народы тоже можно найти. Видео подходит к концу, а значит настало время поговорить о той самой теории. Произошли линги от людей или нет, мы не знаем. Мы можем строить много теорий, но последнее слово будет за создателями игры. Конечно, это всего лишь игра. И игровые персонажи. И им не нужно иметь логичное строение тела. Поэтому являются линги людьми, мы не знаем. Однако никто не мешает создавать теории. И вот вам моя теория. Теория, выдвинутая доктором Кьюза из Института головоного-анатомическо-потрошительных наук. Поскольку семейство лингов являются гуманоидами, это дает небольшой источник данных для создания теории эволюции и анатомических сходств с людьми. Как нам известно, в мире Splatworld когда-то давно существовали люди, о чем мы кратко узнаем в лоре 2-й части игры. Что случилось с людьми? Куда они делись? И почему их головоногие родственники ведут себя как люди? Используют их технологии? Почему? Почему иногда встречаются руины человеческой цивилизации? Обосновать это можно тем, что популяция лингов – это люди, но только видоизмененные. Изменились они сами по себе, или это было создано специально? Загадка. Мы можем предположить, что когда-то давно случился катаклизм, из-за которого человечество вымерло. Но откуда тогда появились линги? И почему, кроме лингов, некоторые виды животных тоже ведут себя как люди? Ответ на самом деле не так уж и сложен. Можно придумать много причин.
Растаяли полярные шапки, вторжение НЛО, неудачный эксперимент безумного ученого. Все это интересно, но не имеет смысла. Или имеет? Таяние полюсов вызвало бы увеличение объема морей, однако это бы не истребило человечество, люди бы выжили. К тому же в игре линги погибают, когда попадают в воду. Является ли это особенностью игры, мы не знаем. К тому же в игре линги не погибают привычным нам образом. Они лопаются, и из них вылетает что-то вроде души. Однако это является всего лишь условием игры. Но это можно списать на технологию их мира. Вторжение НЛО – тоже возможный вариант. Люди жили-поживали, пока не прилетело НЛО. Оно использовало свое оружие, убило людей и улетело. Но из-за воздействия оружия существа, которые не погибли, мутировали, прямо как черепашки-ниндзя. Интересно, но маловероятно. Во-первых, эволюция не длится пару недель. На это уходят миллиарды лет. Так что технологии их применения утратились бы со временем. Но наши друзья ходят в одежде, да, и ботиночки вон у них какие, от Gucci, наверное. А также имеют гаджеты, наверное, 25-й iPhone. А это значит, что люди исчезли не мгновенно. Ну и, наконец, опыты ученых. Ученые — это безумные люди, одержимые идеями. На пути к своей цели они сделают что угодно. Вспомните только эксперименты с пришиванием собачьих голов и кота Шрёдингера. Возможно, благодаря одним из таких экспериментов по скрещиванию людей и кальмаров на свет появились линги. Но как тогда объяснить другие виды? Загадка. Если подумать, версия с учеными имеет место быть. Только это был не тайный эксперимент, а скорее всего общеоткрытый или даже, возможно, намеренно созданный. Но что могло заставить ученые умы разных стран усердно создавать новые виды разумных существ? Ответ на поверхности. Всеобщее вымирание. Скорее всего, человечество было обречено на гибель. Неизвестной силой, вероятно, вирусом. Морские жители чаще всего заболевают паразитами, но вирусные заболевания встречаются редко или вообще нет. Логично предположить, что, возможно, жители глубин могут противостоять тем или иным видам вирусов. Получается, люди были на грани вымирания и, чтобы выжить, придумали лекарства из всего, что знают. На это могут косвенно намекать санитарные зоны во второй части игры. И непонятная слизь, которая что-то знает про людей. Получается, люди на протяжении длительного времени принимали различные лекарства от вируса, из-за чего их потомки менялись на протяжении многих поколений, что и привело к мутации человека. А разновидность существ получилась из-за различных препаратов, которые были созданы в разных местах на планете. Но вернемся к вирусу. Что это и откуда, мы не знаем. Но мы знаем одного интересного товарища. Что это? Кем оно было? И было ли оно вообще? Загадка. Однако мы знаем, что он связан с людьми. Возможно, это один из неудачных экспериментов по борьбе с вирусом. Потомок человечества. Или, возможно, это искусственный интеллект, созданный, чтобы хранить человеческие знания после их гибели. В общем, линги — это потомки человечества, измененные для выживания. Но что случилось с цивилизацией? Что за руины? Играя в игру, в особенности в Splatoon 2 Octo Expansion, создается впечатление, что линги живут на руинах человечества. Получается, что давным-давно, создавая новых людей, ученые не доделали свое дело до конца и благополучно сыграли в ящик.
из-за чего человечество вымерло. Однако видоизмененные особи не погибли и продолжили свой путь уже в дикой природе. Получается, люди для лингов что-то вроде динозавров. Но как же все-таки линги узнали о людях и их технологиях? Скорее всего, люди перед смертью оставили свои знания в неком месте, в надежде, что их труды однажды найдут и изучат, что, собственно, и произошло. Также довольно забавно, что письмена лингов довольно разные. Некоторые буквы означают одно и то же, но выглядят по-разному. Мы знаем, что это говорит о том, что существуют разные виды лингов, живущие по всей Земле. Подводя итоги, мы можем сказать, что люди и линги связаны общей историей. Их тела довольно похожи, у них общие технологии, методы самовыражения. Линкс — это потомки людей, изменившиеся под влиянием обстоятельств. Остается лишь гадать, что ждет этот мир впереди. А возможно, некоторые очаги человеческой расы все-таки еще выжили и наблюдают, ожидают удобного случая сделать ход. В любом случае, это игра, и развивать лор мира должны разработчики, а такие, как я, лишь высказывать мнение. Возможно, в третьей части мы узнаем гораздо больше. Между тем, здесь я исчезаю.